Здравствуйте. Первым вынести письменный стол и высадить полковника ФСБ за рубежом сумел Аурус. Он открыл офис в Эмиратах и выпускает в нем автомобили, тем самым успешно решив главную проблему российского автопрома с импортными комплектующими. Обозначив производство в Эмиратах, Аурус обошел санкции и ввозит в Россию любые запчасти, оформляя их через Абу-Даби. По документам полковник ФСБ с пишущей машинкой и гербовой печатью числится заводом. На открытие полковника в ноябре 23 года приезжал министр промышленности Мантуров со свитой, хорошо кушал, грамотно пил, прятался от камер и не смог ни завод показать, ни город вспомнить, в котором этот завод работает. ТАСС потом долго путался в показаниях, объясняя, где именно Мантуров нашел лимузиностроительное производство. Поскольку никакого завода нет, местная пресса узнала о его существовании из русских газет. Сильно удивилась. Эмиратские журналисты попытались отыскать у себя дома такое примечательное заведение, как первый в Эмиратах автомобильный завод, позволивший их стране впредь считаться промышленной державой. За 2 года предприятие так и не было обнаружено. До сих пор нет ни одной фотографии, ни одного упоминания, ни одной метки в Гугле. АвтоВАЗ до этой схемы додумался раньше Ауруса. И с начала войны заметался по окрестностям, пытаясь договориться о письменном столе с печатью. Первый рывок был в Узбекистан в намерении прильнуть к их индустриальным закромам и получить доступ к невиданным по качеству деталям. Потом вазовцы долго охмуряли Казахстан, развешивая шкуры неубитых медведей на стенах воздушных замков. Киргизия шла запасной. Сработала именно она. Киргизы разрешили русским арендовать офис секретарши в промышленной зоне Токмак, Чуйской области. В этой примечательной промзоне есть предприятие с невероятным названием Токмакский деловой нефтеперерабатывающий завод. Это аналогичный китайский письменный стол с печатью. Выпускает бензин. Но нефти в Токмаке нет. Ведутся переговоры с Россией о поставках. Своя ближайшая нефть у киргизов существует в Ферганской долине, но до нее 600 километров. Токмакский деловой нефтеперерабатывающий завод оформлен как малое предприятие. Руководитель Лян Юэлинь. В соседнем кабинете развернется гигант АвтоВАЗ. Чтобы нечаянно на хвосте не притащить американские санкции, киргизский письменный стол с полковником оформлен под чужим именем. Теперь он называется Инвестиционный фонд Central Asia Capital. «Лада» получила оперативный псевдоним «Мурас». Денег у фонда нет, поэтому он выпустил облигации, которые выкупит АвтоВАЗ на сумму $30 миллионов. Это будет самый дешевый завод в мире. Такие АвтоВАЗы можно открывать в любом офисном центре в каждой стране. Киргизский автомобильный завод начнется в 2026 году и помимо поставки санкционных комплектующих в Тольятти постарается предъявить документы о выпущенных 1500 автомобилей марки «Мурас». Тираж для автомобильного завода неправдоподобный. 1500 машин в год – это уровень артели, но она не стоит $30 миллионов. Письменный стол будет имитировать несуществующие «Ларгусы», которых нет даже в Тольятти, «Гранты», «Весты», «Нивы». Искру киргизам не отдают, хотя это было бы логично, в России на нее комплектующих нет, а у Киргизии шанс есть. Объясняя, каким мощным станет письменный стол, представитель АвтоВАЗа нечаянно сболтнул чистосердечное признание. На проектную мощность киргизский завод не выйдет никогда, то есть в 1935 году, и будет в год выпускать столько же, сколько сегодня АвтоВАЗ делает в неделю – 7000 машин по полному циклу, со станками, подсборкой, сваркой, окраской, конвейером. Не бывает рентабельных заводов полного цикла, выпускающих ширпотреб в количестве 7000 штук в год. Феррари в год выпускает в 2 раза больше – 15 тысяч. Чтобы АвтоВАЗ в Киргизии окупился, «Мурасы» надо продавать не по цене «Жигулей», а по цене 2 «Феррари» каждую. Единственная достоверная цифра в этом проекте – $30 миллионов. Их освоят без остатка, до последнего цента. Индия уворачивается от санкций, тыкается в чужие двери, пытаясь угадать выгодный берег и вовремя пришвартоваться к наиболее безопасной дружбе и сотрудничеству. Россия, временами друг, поставляет нефть, но Америка пугает наказаниями, запретами на грин-карты. Америка нестабильна.
Скачет стрелка осциллографа вслед за медикаментозными назначениями Трампу, обещающего завтра всех помирить, остальных покарать, и его завтра еще ни разу не наступило. Испуг Индии настолько велик, что страна каждый понедельник отказывается от закупки российской нефти и, что не менее важно, оружия. Для России это был огромный рынок. Советским оружием Индия десятилетиями воюет все свои пакистанские войны, а теперь нет, и вот-вот перейдет на американское. Но к среде испуг спадает, Трамп забывает наказать Индию, крушит другие страны, поэтому по пятницам Индия крепит дружбу и сотрудничество с Россией, покупает нефть, оружие, готовит подарки. Самый долгоиграющий индийский подарок – кришнаиты. Они до сих пор благодатно бродят по России, обещая харю в вишне, харю в харю и харю в раме в каждый дом. Не менее масштабно Индия сотрудничает в сфере медикаментов. С 2023 года лидирует на российском рынке, став крупнейшим поставщиком таблеток, затмив Германию. Восток коварен. Дружба с ним всегда опасная иллюзия и самообман. Купленный АК-47, таблетка от аспирина – не дружба. Подругой всего советского народа, ну и лично товарища Брежнева, была единственная Индира Ганди на всех, но от нее остались только почтовые марки и фото с Брежневым. И вот посол Индии в России, Винай Кумар, внезапно начал угрожать. Он заявил, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию таких товаров, как автомобили, запчасти, электроника, в частности телефоны, а также текстиль и стройматериалы. Хуже индийских машин только автомобили из Уганды и Афганистана. Вровень с индийцами тлеют фантазиями и надеждами иранцы, но если иранские автомобили иногда в Россию проникают в диверсионно-ознакомительных целях, то машины из Индии демаркационную линию не пересекают. В России индийские автомобили не продаются. Индия – единственный пример, когда от правого руля есть толк. Индийский правый руль становится непреодолимым препятствием проникновения в Россию, что обнадеживает. В Индии много автозаводов. Есть собственная невменяемая Махиндра, пугающая Тата, ужасный Бажаж. Есть японская Сузуки Марути. Есть весь набор полагающихся современных предприятий, начиная от Мерседеса и заканчивая Тойотой, и целая свора китайцев. Индия доказала, что делать автомобили дано не всем. Не каждая страна в состоянии научиться есть вилкой, не всем дано совершать открытия нобелевского уровня, не везде получаются автомобили. Они не удаются в России. Вторая такая же прокаженная в этом отношении страна – Индия. Угроза начать дружить автомобилями ближе к враждебно-подрывной деятельности из одного разряда с американскими санкциями. Индию накажут санкциями за покупку русской нефти, Индия от обиды и бессилия отомстит России автомобилями. Кстати, Индия пыталась продавать свои автомобили в Америке, ведь их Mahindra Thar – это последний на земле настоящий джип CJ5, официальный, патентованный. Но в Америке есть нормальный джип. Он выиграл все суды у индийской копии, и Thar имеет право на Америку только в категории сельхозинвентаря без права езды по дорогам общего пользования. В России Индия тоже попыталась торговать своими непотребными автомобилями. В начале перестройки она заходила с Марути, когда русские брали даже тайваньские юлонги, но от Марути они в ужасе отказались. По индийским меркам все, что на колесах, имеет право считаться автомобилем. По русским меркам одних колес мало. Были попытки поторговать в России теми же самыми джипами Mahindra, что и в Америке. Единственный Thar до сих пор стоит непроданный в Москве. ГАЗ пытался справиться с Mahindra Скорпионом и наладить их сборку в промышленных масштабах, но пришел к выводу, что пешком будет надежней. Угроза индийского автопрома пугает не сильно. У Индии не получилось раньше, ничего не получится и теперь. А вот запчасти из Индии – это угроза существенная. Индия, как ранний Китай, умеет подделывать любые изделия из металла и пластмассы и в состоянии утопить и без того контрафактный российский рынок запчастей своими подделками 10-го сорта. Пусть лучше изо всех угроз индийского посла в активе останется только текстиль. В российской армии будут к месту портянки из Индии.
1 сентября – день массового горя. В 1939 в этот день началась Вторая мировая война. 1 сентября каждый год заканчивается детство, и под конвоем родителей и бабушек детей, плачущих в гладиолусы, отправляют в школу. Перед 1 сентября Россию охватывает подготовка. Банки, невольно подчеркивая массовую нищету населения, предлагают кредиты на покупку карандашей и портфелей. Родители, имитируя материнство, реже отцовство, стараются за несколько дней выполнить полагающийся норматив и крушат ребенка заботой. В магазинах очереди, на дорогах пробки, в аптеках истерика. Китай к школе готовится весь год без пиковых нагрузок на промышленность и нервную систему. Китай – лучший друг школьника, его отрада, утешение. Со времен СССР мы помним невероятные китайские ластики со вкусом невиданных фруктов. В голодном детстве съесть их хотелось на каждом уроке. Они были красивые и ароматные. Дети все же пробовали их, получив одно из сильнейших разочарований, поскольку на вкус они оставались резиной. Мягкие китайские пеналы в виде портмоне на молнии. Внутри полный комплект детских мечтаний. Карандаши, ручки, фломастеры, линейка, транспортир, циркуль. Хотелось взять в руки и не отпускать. Такой пенал поднимал девочку на вершину классной иерархии и немного неправильно позиционировал мальчика. Пенал хотелось всем, но он считался девчачьим. Китайские акварельные наборы. Картонка с приклеенными пластинками очень натуральных красок и бамбуковая кисточка. На хорошем ватмане превращали ребенка в импрессиониста. Все эти тихие удовольствия позволяли скоротать время до звонка и делали серую школьную жизнь менее тоскливой. Ненависть к школе от этого не уменьшалась, но смириться с неизбежным отбыванием нескончаемого срока в 10, в 11 лет становилось чуть проще. Но главным атрибутом школьника, его визитной карточкой позиции в иерархии был портфель. При советской власти символом успеха считался ГДРовский оранжевый ранец с катафотами на замках. Редкий, дорогой, невероятный. В старших классах полагался дипломат. Высшая лига – индийский пластиковый VIP. Впритык к нему в табеле о рангах шел советский черный дипломат. Обоим полагался калькулятор-электроника и электронные часы на жидких кристаллах. Затем в школу вторглась китайская портфельная промышленность. Дипломаты тут же отцвели, зато распустились обширным разнообразием сумки и рюкзаки. К нынешнему 1 сентября китайцы выпустили школьный ранец в дизайне Porsche. Это довольно крупное изделие с жестко отформованной лицевой крышкой, в которой ребенок должен увидеть что-то знакомое, как будто мимо промчался Porsche и лишь остается смотреть ему вслед. Китайцы предположили, что наиболее узнаваемый элемент в облике Porsche не его лицо, а его корма. Поэтому крышка ранца похожа на крышку моторного отсека немецкого спорткара. Китайцы в это очень верят. Как и полагается, вариантов рюкзака больше нужного. Они есть черного и белого цвета, удачно похожие и менее похожие, разного размера, из разной пластмассы, но у всех форма задана жестко и не пострадает даже в случае школьных разборок, сражений на портфелях или реального ДТП. Напрямую нигде не указано, что это Porsche. На самих рюкзаках встречаются надписи типа Super GT. В описании товара на сайтах уклончивые наименования Camping Bag, Sports Car Bag, но в понимании изготовителей это непременно Porsche, что подтверждается ценой. Самый дешевый рюкзак Porsche продается за $83, самый дорогой за 272 фунта, что поднимает его на студенческий уровень, отпугивая родителей, намекая на спонсора. Аристократы не в моде, аристократичность в моде. Быть дворянином нескромно, но присутствовать на светском рауте дворянского уровня престижно. Атрибуты жизни аристократов в цене, но пускать на них подлинных дворян не хочется. Хочется самим, чтобы ощутить титул, к которому не причастен. Скачки, бега, поло, гольф, развлечения породистых. Граф здесь присутствует по праву. Миллионеру могут отказать в присутствии. Дональд Трамп играет в гольф не потому, что это интересно, а потому что это аристократично.
В автомобильном мире вершина аристократичности. Конкурс элегантности в американском Pebble-Beach. Америка всегда делала вид, что не имела собственного дворянства, о чем Трамп очень жалеет, поэтому Pebble-Beach популярен, престижен, позволяя окунуться в аристократичное дворянство благодаря достоинствам автомобиля, а не личной генеалогии. Каждый август на поле для гольфа приезжают коллекционные и уникальные автомобили в максимальном блеске соответствия, историчности, презентабельности. Аристократы по рождению. В этом музее под открытым небом экспонируются только самые сверкающие экземпляры. Одной лишь биографии недостаточно. Должен быть непременный реставрационный максимум. Все, что не блестит, не допускается. Жюри очень осмотрительно выбирает победителей, занявших первое, второе и третье место в каждом классе, а среди тех, кто занял свое первое место, выбирается лучший на выставке. В этом году им стала Hispano Suiza H6C Newport Astra Torpedo 24 года. То есть машина в возрасте 101 года. Модель H6 очень интересна и привычно побеждает на любых конкурсах. Она была прекрасным автомобилем 100 лет тому назад, остается выдающимся инженерным достижением и сейчас. Но эти красивые слова в имени конкретной машине Newport Astra Torpedo, они объясняют титул лучшего на выставке. К техническому совершенству добавилась уникальность кузова. Он сделан из красного дерева. В те годы это уже считалось отсталым решением, поскольку прогрессивному автомобилю полагался металл. Но первым владельцем машины был аристократ Андре Дюбоне, ценитель аперитивов и быстрой езды. Ему потребовался максимально облегченный гоночный автомобиль для участия в Тарго Флорио, такой, чтобы при самом мощном моторе имел минимальную массу. Купив шасси Hispano Suiza, он заказал кузов авиационной компании Newport, известной своими истребителями Первой мировой войны. Авиационные технологии тогда еще отлично работали с фанерой, вполне прогрессивно соединяя листы красного дерева алюминиевыми заклепками, заметно снижая массу автомобиля. Дюбоне видел в своей машине самолет и выступал соответствующе, взяв на гонке неплохое 5-е место в абсолюте. Сегодняшний владелец машины Ли Андерсон видит в ней лодку. «Мне нравится дерево», — объясняет Андерсон. «Я коллекционирую старинные деревянные суда. Я начал собирать их 40 лет назад, когда это еще не считалось модным. Я всегда любил лакированное дерево. И когда увидел этот автомобиль, воскликнул: это прямо как в моей рубке». Как опытный коллекционер Ли Андерсон, потративший на покупку Hispano Suiza 9 миллионов 245 тысяч долларов, почти столько же вложил в реставрацию, добившись блистательного результата имени Папы Карла. Так ярко машина не выглядела даже в свой первый день. Что в этом автомобиле уникального, помимо его невиданного кузова? Глушитель по имени Stike-Boy. Фирма Hispano Suiza такие не ставила. Это затея аристократа Дюбоне. Ему было важно выиграть. И уж если ради победы он купил лучшее в мире шасси с грандиозным мотором, заказал сверхлегкий авиационный кузов по цене самолета, то и выпускную систему он поставил самую прогрессивную. Такой глушитель странной формы из 2 треугольников имел несколько названий, никак не передающих суть: вакуумный, эжекторный, реактивный. Внутри этого красивого изделия скошенная перегородка и спиральные лопатки. Ранее и тем самым быстрее и лучше продувает цилиндры на выпуске, попутно вполне умело снижая уровень шума. Считается, что фирма Stike-Boy делала глушители для мотоциклов, на самом деле еще и для самолетов, что и послужило для Дюбоне поводом заказать его на свою машину. В итоге Hispano Suiza H6C Newport Astra Torpedo 1924 года, помимо врожденной аристократичности, получилась еще и непревзойденно уникальной. Canon и Nikon, iPhone и Samsung, Mercedes и BMW всегда враги, конкуренты, непримиримые, руки не подадут, в рекламе, интервью, публикациях унизят. Но люди, кроме отдельных примеров религиозного фанатизма, не страдают такой же непримиримостью.
И если директор Мерседеса скорее застрелится, чем сядет за руль BMW, то остальные менее щепетильны. Обычное дело, когда на камеру Nikon ставят белый объектив Canon, потому что никоновская тушка лучше, а объектив хуже. Вот и мастерят своими силами удачный симбиоз. Когда два телефона в кармане, то довольно часто это вполне уместная пара – iPhone и Samsung. Логичный выбор двух лучших. Но если директору Мерседеса полагается стреляться за рулем BMW, то Apple с Samsung не столь категоричны. Дисплей производства корейской фирмы Samsung в порядке вещей в американском iPhone. Заводская установка, выгодная договоренность, коллаборация конкурентов. А вот с Мерседесом и BMW так не получается. Здесь непримиримы все – и директора компаний, и дилеры, и клиенты. Ненавидеть оппонента, презирать чужой выбор, иронизировать по поводу соперника считается хорошим тоном и единственно возможным вариантом поведения. Едешь на своей BMW, непременно плюнь в Мерседес. Едешь на своем Мерседесе мимо припаркованной BMW, не поленись остановиться и проколоть колесо. Хороших отношений не допускают ни владельцы, ни фирмы, пристально следящие друг за другом, отмечающие шампанским чужие промахи и неудачи. Когда обе фирмы боролись за звание главного автомобиля Германии и пытались прослыть единственным, у кого по-настоящему правильная машина, общественный выпад Мерседеса, смастерившего в 1977 году первый в своей истории универсал 123Т, вызвал восторг у BMW. Добровольный уход из высшей лиги в стан колхозников был воспринят как грубейшая ошибка, помутнение рассудка, неразумный отказ от имиджа. BMW увидела в появлении нехарактерной и потому неправильной для Мерседеса модели капитуляцию и ощутила себя хранителем традиционных ценностей и единственным в Германии производителем по-настоящему правильных автомобилей. Чтобы враг не выиграл, конкурент не вырвался вперед, Мерседес и BMW всегда присматривают друг за другом, шпионят, изучают и постоянно подчеркивают, что на одном поле никогда не сядут. Поэтому мы заранее понимаем, что сотрудничество между ними исключено, они навсегда враги, и пусть так и остается, поскольку конкуренция иногда полезна даже для клиента. Сколько надо употребить, чтобы представить себе двигатель BMW под капотом Мерседеса? Не в результате гаражного эксперимента. Ловкие ребята с руками порой развлекаются еще более изобретательно. Не случайно сегодня самый модный вариант максимально лихого издевательства – поставить в Теслу смрадный дизельный двигатель. Для этого приходится перепиливать всю машину, зато результат восхитительный. Тесле с двигателем внутреннего сгорания аплодируют искренне и с восторгом. Но чтоб мотор BMW под капотом Мерседеса, серийно, с завода, с таким диагнозом только к наркологу. Мерседес ведет переговоры с BMW о приобретении 2-литрового турбированного двигателя в качестве стратегического шага по сокращению расходов на разработку собственных ДВС. Почему? Акела промахнулся. Мерседес поверил в пришествие святого Илона Маска и его Теслу и 5 лет тому назад свернул разработку перспективных бензиновых моторов в ожидании всемирной электрификации. Но эра электромобилей не наступила и, по прогнозам, не наступит. В результате мотора у Мерседеса нет. И даже если немедленно приступить, все равно опоздали. Мерседес под покровом ночи позвонил в BMW и забил стрелку. Посреди пустыря за сараями Мерседес попросил одолжить ему двигатель BMW B48. Мотор 2014 года. По меркам Мерседеса он не только не устарел, не только превосходит их собственный М254Е20, но и настолько перспективен, что вытянет из пропасти будущие модели А-класса, Б-класса, С-класса и, чем черт не шутит, Е-класса. Размах предстоящего применения BMW-шного мотора говорит о масштабах мерседесовского провала. Поскольку Мерседес в панике, а объемы предстоят огромные, практически половина всего производства, то моторов потребуется очень много. Поэтому Мерседес предлагает BMW построить совместный завод по выпуску этого двигателя. Подальше от Германии. Нет, не в Китае, в Америке, чтобы заодно обойти Трампа и его таможенные пошлины.
В американской большой тройке самый шумный и дерзкий Dodge. Он хулиганит во всю ширину своего скромного модельного ряда, предлагая как можно больше вариантов кастомизации. Политика Крайслера старательно создает Доджу искусственные трудности. У него отобрали RAM, выведя его в самостоятельный бренд. Доджа лишили Челленджера. Остались Чарджер, Хорнет, Дюранго. Дюранго самый любимый. Это основная игрушка инженеров и главный аргумент в диалоге с покупателем. Если покупаешь Dodge, то сразу понятно, что Дюранго. На сегодня от настоящего Дюранго, сделанного из грузовика, не осталось и следа. Теперь это легковой автомобиль повышенной проходимости, с несущим кузовом, без рамы, без мостов, независимой подвеской, но полным приводом, славным именем, красивым обликом. Поскольку карабкаться в горы Дюранго не может, из него сделали горячего парня для шоссе. Зато гоняться можно сразу, не доезжая до гоночной трассы, стартуя из шоурума, хулиганя на каждом светофоре. В крайслеровской табеле о рангах есть 3 стадии хулиганства. Первая – СРТ. Аббревиатура означает Street and Racing, уличные гонки и технологии. Специальное заводское подразделение по разработке максимальных версий, чтобы с завода получить muscle car и злить соседей с первого дня. Аббревиатуру СРТ уважают, боятся, заранее зная, что лучше не тягаться и дать спокойно уехать, поскольку это заведомо самая быстрая машина на улице. Следующая ступень для тех, кому не хватило СРТ – Hellcat. Изначально имя принадлежало армии. Так назывались истребитель Второй мировой войны, Grumman F-6 Hellcat и самоходная артиллерийская установка М-18 Hellcat. Затевая машину быстрее быстрого, крайслеровцы выбрали однозначное имя, чтобы никто не переспрашивал. Ведь никто не ждет пощады от истребителя или самоходной пушки. Первым Hellcat'ом стал Челленджер, и без того очень быстрый. Поначалу эти 2 дерзкие версии в модельном ряду не пересекались. СРТ свирепствовали сами по себе, Hellcat'ы зверствовали сами по себе. Dodge связал их в терпкий букет, получив Дюранго, СРТ, Hellcat, и тут же ввел 3-ю степень хулиганства, получив ракету, уносящую в космос Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak 26 года с двигателем Hemi V8, 6,2 литра, с турбонаддувом, мощностью 710 лошадиных сил, крутящим моментом 645 ньютон-метров. Для Челленджера это было бы логично. Для Дюранго, недавно пытавшегося втереться в доверие семейными ценностями и остаться внедорожником, это экстремальная вечеринка в Вегасе с гарантированным местом в хронике происшествий и неизбежным разводом. Нынешний Дюранго чертовски красив сам по себе. Автомобиль для разглядывания. Но с подсказками Jailbreak он становится объектом для изучения. Чтобы машину не спутали и заглядывались, фирма предлагает 6 вариантов дисков, 4 варианта цвета тормозных суппортов Brembo, 6 вариантов цвета эмблемы, 5 цветов салона, 4 цвета ремней безопасности. Для тех, кто не только снаружи, но и внутри, несколько вариантов по количеству посадочных мест. Можно заказать Дюранго в 5, 6 или 7-местном исполнении. Осталось только покрасить, выбрав броский цвет. В унылую пору всеобщего серебристого металлика и солидного черного Dodge решил стать самым главным в мире и предложил клиентам назначить цвет по своему усмотрению. Любой. Подталкивая покупателей и без того своим выбором экстремальной машины, доказавших сумасшедшую неординарность, к цветовой вседозволенности, фирма провозглашает Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak 26 года благодаря опциям и безграничной палитре автомобилем, который получает 6 миллионов вариантов кастомизации. Интровертам лучше не подходить. Полицейским пора заводить отдельный бланк протокола, поскольку ни свидетели, ни камеры не смогут точно сказать, какого цвета был хулиган, мчавшийся на перегонки с эффектом Доплера. Генеральный директор Dodge Мэтт МакАллер сдержанно говорит: Durango SRT Hellcat Jailbreak дает покупателям возможность сделать свой автомобиль уникальным. Для тех, кто не справится с 6 миллионами вариантов и захочет быть быстрым, но скучным,
оставлены 6 базовых цветов. Самый модный, молодой и молодежный вид автоспорта – дрифт. Формула-1 остается королевой, но она в телевизоре. Ралли все еще очень здорово, но дорого и в Финляндии. А дрифт везде, для всех, сразу. Он начинается на первом же светофоре, в первом управляемом заносе за рулем любого автомобиля. В Литве дрифт стал повсеместным и круглогодичным. Замирает природа, тускнеет солнце, подкрадывается соблазнительная зимняя спячка, а дрифт продолжается, не притормаживая на ритуальное открытие и тем более закрытие сезона. Этот дрифт-парк недалеко от Тракая совсем свежий. Тонны нового асфальта, удобные трибуны поверх морских контейнеров с высокой точкой обзора и хорошая организация. Дрифт-парк Маджунай построен на обломках советской цивилизации, позволяя скоротать время до открытия главного в странах Балтии гоночного полигона в Йонове. Автодром в Йонове грандиозный, многообещающий, включает формулу, картинг, дрифт. Маджунай скромнее, сделан только под дрифт. А в силу возраста гонщиков под барбекю, барбершоп, даже педикюр. Помимо зоны гарантированного отдыха, на трек-дни в Паддоке возникает торговля с полагающейся спецификой. Помимо сувениров, игрушек, мерча для себя, здесь можно прицениться к игрушкам для любимых машин. Дрифт в странах Балтии очень молодежный. Именно он пришел на смену картингу. Прежде существовал возрастной разрыв, когда детство и карт закончились, комсомол по возрасту не подходит, а следующего нужного вида спорта еще нет, нужна рекомендация и кандидатский стаж, чтобы вступить в партию. После картинга идти было некуда, ни клубов, ни бюджета, ни состязаний. Теперь есть дрифт. И он, в отличие от картинга, без ограничений по возрасту. Во сколько можешь – начинай, во сколько хочешь – заканчивай. В картинге и дрифте очень много общего, схожего, полезного. Тот же задний привод, такие же повороты, такой же асфальт. Но картингисты гоняются толпой. В дрифте все ездят парами. Но в Литве любят еще и тройками. На троих все сложно, вне зависимости от контекста. И даже православная тройка с бубенцами, попавшая в литературу и воспетая всей русской классикой, оказалась там ввиду своей уникальности. Тройка для Руси была не характерна. Именно поэтому на нее так отреагировал Пушкин и Гоголь. В Литве тройка привычнее, чем в России. Но литовская четверка и еще сложнее, реже, уникальнее. Пушкин и Гоголь про нее молчат, удивляются только журналисты. Sekantis dalyvis apgar. Сайт команда. Поскольку дрифт стал молодежной дисциплиной современного автоспорта, в дрифт-парке Маджунай, помимо прочих зачетов, придумали самый понятный в этом возрасте. Кто лучше всех подъедет к окошку в МакАвто, не испугав мальчика на кассе, пришвартовавшись ближе и безопаснее, но так, чтобы и его не уронить, и самому не тянуться. Žiauriai gražiai važiuoja ta Mazda, eina savo. Labai geras rezultatas ir... Вопросы, ответы, реплики. UFO Technology.
В России любая проблема решается проблемой. Виктор Рудник. Когда-то в Мурманске гаишникам часть зарплаты выдавали штрафными талонами. Пешеходов штрафовали безбожно. Зато их выдрессировали так, что даже белой ночью при полностью отсутствующих автомобилях на дороге пешеход стоял и ждал зеленого сигнала. Ивейл Чаки. Уже представил, как людям со слуховым аппаратом будет приходить штраф. Да и бред это снимать наушники на каждом переходе. Бред не только снимать наушники, но и слезать с велосипеда, самоката и вести их в руках по пешеходному переходу, как того требуют правила дорожного движения. Под колеса надо бросаться стремительно, чтобы водитель не отвертелся. На сегодня все. До свидания.